Ребят, всем привет! Меня зовут Ева Лехцер. Я рада вас видеть на своем канале. В данном видео по вашему запросу делаю обзор на колоду The Luminous Spirit, колода Сияющего Духа. Очень интересный инструмент, очень интересный магический продукт. Колода, могу сказать, одна из редких, потому что и выпущена она ограниченным тиражом, и, опять же, инструмент, который зайдет не каждому. Как видите, я здесь тематически так выложила ракушки и прочие вещи. Не знаю почему, но вот, хотя по прорисовке вы увидите, она ничего не имеет общего с морскими мотивами, но вот внутренне вызывает такое мироощущение. Ну, давайте с вами будем знакомиться, будем смотреть, о чем же говорит данная колода, этот инструмент, что он из себя представляет. Итак, это колода издательства Лабиринтус. Сайт указан. Вот вы можете увидеть здесь, потому что, ребят, часто вы меня спрашиваете, где я приобретаю колоды. Вот, пожалуйста, на любом издании, какую бы вы колоду ни купили, всегда указано издательство, которое эту колоду печатало, где вы можете это приобрести, ну, либо сайт. Итак, вот такая вот колода в минималистичном стиле. Но вот видите, вот эти вот такие вот огранки. Пошли лучи радуги, лучи призмы, если так это можно назвать. Что она собой представляет? Это простая, минималистичная, радужная колода. Она, конечно, идейно парная с колодой Golden Dread Tarot. Ну, то есть это, в первую очередь, Таро Золотой Нити. Создана она, безусловно, одним автором. И колода, которая указывает на то, что в первую очередь она одновременно и строгая, и глубокая, но она таит в себе очень большое множество смыслов. Здесь вы можете увидеть блестящие графические иллюстрации, блестящие не слово блестит, а о том, что они великолепны, и сияющий голографический оборот делает эту колоду особенно притягательной и такой вот, я бы сказала, неземной. Вот такая вот коробочка, давайте с вами посмотрим. Вот, это преломление призмы вы можете увидеть здесь. Вот такая вот коробка. Давайте извлечем с вами карты, посмотрим, что же здесь такое. Ну, вот такая вот она внутри. Выполнена коробка качественно, хороший плотный картон, то есть здесь нареканий нет. И, соответственно, служить вам должна, по идее, долго. Значит, что мы здесь видим? У нас идет здесь небольшая книжка, сопроводительный мануал. Сейчас мы к ней вернемся. И сама колода. Минимализм во всем своем проявлении. Я понимаю прекрасно, что видео вам этого, скорее всего, не передаст. О том, как изменяется и переливается радужная рубашка, как под действием преломления лучей она выглядит. И в зависимости от освещения и от вещей, которые будут находиться рядом, она, безусловно, будет менять свои оттенки. Вот вдохновением для создания этой колоды послужил эффект преломления света. И вот как свет проходит сквозь призму и распадается на множество цветов, так и наш внутренний свет. То есть, проходя сквозь нас, дает нам новые оттенки, новые грани. Архетипы, которые мы видим на Таро, в самом деле внутри нас самих, а колода – это призма, которая дает голос нашему внутреннему «я» и помогает излучать свет вовне. Здесь, как вы видите, колода из 78 карт. Кстати, особенность этой колоды здесь даже подписана на упаковке. Сейчас вам покажу, что доступно приложение на iOS и Android, то есть вы можете себе непосредственно это скачать, пользоваться. Там детально идет описание карт, не такое краткое, как здесь в мануале. Давайте я вам покажу. Качество полиграфии их очень хорошее, плотный картон и такой, знаете, как, глянцевым не назовешь, он матовый, да, но как в журналах. Вот по каждому аркану идет значение, фактически ключевые слова на прямое перевернутое значение аркана, ну то есть уже. Хорошо, уже плюс. И так идет по остальным мастям. И вот с обратной стороны продолжение. И кратенько идут здесь базовые расклады. Триплет на 3 карты, расклад полной луны, который вы можете взять себе на вооружение и использовать, если есть в этом необходимость. Вот так, давайте посмотрим, что из себя представляет эта колода. Так, с рубашкой разобрались. Безусловно, как видите, рубашка, безусловно, может служить двухсторонним форматом, если вы работаете на прямых и на перевернутых арканах.
Вырубка замечательная, идеальная, здесь нет никаких проблем, она ровная, все здесь здорово. Но, знаете, как говорю, это как колода выходного дня. Объясню, почему выходного. Она идеально чистая, я бы сказала так, девственная, шикарные рисунки, прорисовка. И она такая белая, 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 прям, знаете, как даже жалко с ней работать. Она, знаете, больше, наверное, в большей степени подойдет для каких-нибудь видео, фотоотчетов, наполнения ваших социальных страниц. Очень гармонично будет смотреться со многими дополняющими там, нюансами. Неважно, это будут цветы, это будут сухоцветы, либо какие-то камни, аметисты. То есть она действительно впишется шикарно в любой интерьер. Ну, давайте посмотрим. Итак, колода здесь выполнена по системе Райдера Уэйта. Карты подписаны внизу. Колода безрамочная. На самом деле мне это подкупает. Очень нравится. По прорисовке, дурак здесь это как начало-начал. Маг, видите, представлен в виде женщины. Как женщина, контроль, символ власти, движение всемиром. Не Адам, как все привыкли, а Ева. Почему? Потому что здесь женщина как прародительница рода, дает начало движения. На самом деле может управлять всеми стихиями одновременно. То есть это как праматерь. Жрица изображена со змеей как мудрость, тайна. Это как, в принципе, обладать какими-то тайными, оккультными знаниями, которые не подвластны другим. Умение перевоплощаться. Ну, императрица, шикарная, процветающая женщина на таком вот ложе-трон из цветов. Все, видите, выполнено в таком минималистичном стиле. И, возможно, эта графика кого-то может отталкивать, либо для кого-то она может быть неприемлемой. Но, тем не менее, честно, мне колода очень нравится по энергетике. Все образы узнаваемы, все вы можете здесь понять, увидеть, тем более все арканы подписаны. Даже если вы новичок, вы можете себе взять ее на вооружение. Единственный момент, что, конечно, если вы плохо владеете теоретической базой, будут сложны для понимания эти образы. Колесница. Напоминаю, что колоды, которые вы видите в обзорах на моем канале, они больше вам представлены с позиции визуального ряда, чтобы вы могли прочувствовать энергетику колоды и, исходя из визуального ряда, понять, ваше это или нет. Насколько колода вам энергетически заходит. Вот мне здесь, допустим, очень нравится колесо фортуны. Посмотрите, я не знаю, насколько хорошо вам этот виден глаз. Знаете, как за вами наблюдают хроники Акаши. И все прописано. Прописана судьба, прописана карма. Правосудие. С прикрытыми глазами. Но видите, вот третий глаз открыт. То есть правосудие не дремлет, наблюдает. Все воздастся по заслугам. Подвешенный. Смерть очень интересная. Видите, такая вот многолика с множеством глаз. Это, знаете, еще как ваш род на вас смотрит на ваши деяния, несет тоже за вас ответственность, потому что смерть здесь не только сама смерть по себе, это конец старого, начало нового. Но опять же, помните, что за вами наблюдают, вас ведут. Умеренность. Видите, на многих арканах идет женский прообраз. Какой здесь символичный дьявол, да? Это когда вы можете эмоционально быть зависимы друг от друга, но вот вас отворачивают. Это как и вместе сложно, и порознь. Башня. Вот видите, здесь не указано, не нарисовано, не изображено крушение. Изображена вот эта вот Пизанская башня, как вопросы цикличности. И здесь она просто, что знаете, как саморазрушающаяся, да, от старости. Вот это идет разрушение временем. Звезда. Луна очень красивая. Фазы Луны указаны. Солнышко. Суд. Судный день здесь изображен.
То есть, повторюсь еще раз, здесь, особенно если брать младшие арканы, они в основном, знаете, как прорисованные, ну, в стиле марсельского таро. Почему? Потому что, видите, серия 1 жезл, 2 жезла, вот, 3 жезла. Почему сказала, что все-таки близким является к системе Райдера-Уэйта, либо по системе Райдера-Уэйта? По той простой причине, что сила здесь все-таки 8, правосудие 11. Очень понравилась здесь 7 жезлов. Смотрите, какая шикарная. Это как умение остановить, видеть какие-то проблемы, какие-то ситуации. И вот 8 жезлов, да. Активность, движение. Тут, знаете, как частично есть какие-то подсказки к пониманию происходящего. 10 жезлов здесь нарисован вол по принципу, что он постоянно на себе несет какую-то тяжесть. Чтобы вам было понятно, почему здесь такая прорисовка. Паж жезлов, рыцарь жезлов, да, но здесь будет как бы сложно понять. Здесь это по принципу, наверное, даже принцесса жезлов. Королева жезлов. Здесь только вам надписи помогут понять, кто где. И король жезлов. Пошла у нас масть чаш или кубков. Кому как больше нравится. Туз, двойка. Ну, видите, по прорисовке плюс-минус понятно. Единение, союз, содружество. Тройка кубков – это праздник, это вечеринки. 4 кубков, видите, эмоциональное угасание. Цветы завяли. Но вот этот вот гранат, который здесь лежит, говорит о том, что все как бы в ваших руках. Сила плодородия есть. Просто вы этим не пользуетесь. 5 кубков, пустые чаши. 6 кубков в течение времени. И вот смотрите, как здесь символично. Из одних чаш переливается в другие. И связь. Это как родственные связи. То, что перетекает из поколения в поколение. Опять же, 7 кубков. Это как карта выбора. 8 кубков. Уход, отлет. 9 кубков. Полнота жизни. 10 кубков. Радость, семья, наполнение, скажем так, полный эмоциональный экстаз. Вот пошли у нас паж. Такой здесь, даже не знаю, как это. Такой испуганный угорь. Так, рыцарь. Королева. Король. Пошла у нас с вами система масти мечей. Система масть мечей. Туз. Двойка. Видите, как конфликтность, сопротивление. Тройка. Израненное эссенция. Видите, здесь пронзает не только сердце, но одновременно и глаз. О чем это говорит? Это говорит о том, что вы видели, чем эта ситуация завершится, но не хотели в это верить, либо не хотели это признавать. 4 мечей. Покой. 5 мечей. Это, знаете, ударить в самое больное место. Иногда бывает это карта летального исхода. 6 мечей – это движение, достижение цели, преодоление каких-либо препятствий. 7 мечей. Ну вот здесь не скажешь, да, о чем, допустим, идет речь. Допустим, как 6 мечей – это то, что вы показываете, а 7 меч – то, что вы скрываете. 8 мечей – это ограничение, то есть вы ограничены какими-то событиями. 9 мечей – это вы скованы переживаниями, либо страхами. То есть замедляется какое-то ваше движение, либо ваши действия. Ну и как мы видим, 10 мечей – это смерть. Паж мечей, видите, следит, наблюдает, подсматривает, анализирует. Рыцарь мечей – указание на какую-то резкость. Королева мечей. Ну, это в первую очередь и стратегия, резкость, холодность. А король мечей – авторитарность, лидерские позиции. Опять же, в чем-то нетерпимость, жесткость. Туз пентаклей как символ дара, новых возможностей.
перспектив. Двойка пентаклей. На вопросы цикличности указывает событий. Тройка пентаклей — это работать, не покладая рук. Так, четверка пентаклей. Видите, за что-то хвататься, держаться. Пятерка пентаклей — это, видите, пустые руки изображены, как кризис, нехватка ресурсов, неважно, финансовых, эмоциональных, любых. А шестерка пентаклей — это вот рука дающего, уже оказание помощи. Ну, то есть визуальный ряд здесь плюс-минус прослеживается. Но, конечно, наверное, все-таки она подойдет для более опытных практиков. Семерка пентаклей — ожидание плодов своего труда. Восьмерка пентаклей — это путь по карьерной лестнице, прикладывание усилий. Девятка пентаклей — жизнь в достатке, в роскоши. Ну и десятка пентаклей — плодородие, древо жизни, древо рода, стабильность, богатство, здоровье. Паж пентаклей — светоч знаний. Рыцарь пентаклей — раздумья, взвешенные движения. Королева пентаклей вот увенчана здесь лавровым листком, как победа. И король пентаклей — плодородие, процветание и новые возможности. Вот такие у нас арканы. Колода мне нравится. Я понимаю, что, кажется, каждому свое. Стоимость колоды на текущий момент на сайте заявлена, ну, я видела на разных сайтах, от $43. Знаю, что те, кто, допустим, сами перекупают, привозят в Россию, в Украину, то стоимость может достигать и свыше $100. Это уже, скажем так, на каком источнике вы найдете. Если у кого-то эта колода есть в работе, напишите мне, пожалуйста, как вы с ней сработались, либо не сработались, как вы с ней контактируете, насколько она отзывается, насколько радушна в общении с вами. А для тех, допустим, у кого этого инструмента нет, то жду ваших отзывов. Хотели бы вы себе в коллекцию такой инструмент, да или нет? То есть, ну, если да или нет, то почему? Поэтому буду вам признательна за любую вашу обратную связь. Вот таким вот кратким вышел у нас обзор. Ничего нового, по сути, я вам не рассказала. Это больше, знаете, как с позиции показать вам галерею этой колоды. Надеюсь, для вас это было полезно, информативно. Вас я благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь. И до новых обзоров. Пока-пока.